Всем привет моим подписчикам и случайным зрителям моего канала. В прошлом видео мы сделали полный обзор на смартфон Poco X3. Проверили тесты на производительность в играх, а также рассмотрели качество получаемых фото и видео, сделанных из стандартного приложения Камера. Кто еще не видел этот обзор, перейди по ссылке сверху и посмотри данный обзор. В этом же видео мы поэтапно установим Google камеру и настроим ее. Сделаем всевозможные тесты и рассмотрим различные функции, которые дает Google камера. Она позволит нам делать фото в ночном режиме, а также астро режиме. Хорошее фото в портретном режиме, где можно менять степень размытия фона, а следящий автофокус поможет нам делать шикарные фото в режиме HDR и HDR+. Позволит делать фото в режиме в движении и выбирать лучший кадр из короткого клипа. Позволит делать фото в режиме панорама и 3D панорама. Записывать видео в 4К, 24 и 30 FPS со стабилизацией от Google. Делать замедленную съемку и таймлапс в 4К. И самое главное, все это доступно как для основной камеры, так и для макро и широкоугольной камеры. Протестируем и сравним обычную и Google камеру в различных режимах. Сравним видео и стабилизацию. Возможно, данная Google камера подойдет и к другому смартфону, но для Poco X3 она подошла идеально. Поехали! Чтобы установить Google камеру, заходим в описание к этому видео, находим ссылку, скачиваем и устанавливаем Google камеру. После установки можно полазить по настройкам и настроить Google камеру под себя, либо не париться и скачать мои настройки и установить их. Для этого в описании будет ссылка на файл конфигурации для Google камеры. Берем и скачиваем его. Далее заходим в Google камеру, заходим в настройки, идем в самый низ, конфиги, нажимаем сохранить. Вводим любое название и Save. Открываем проводник. Заходим в папку Download. Выбираем конфиг файл Poco, который мы скачивали. Нажимаем переместить. Внутренний накопитель. Папка Gcam Configs. И нажимаем вставить. Запускаем Google камеру, входим во вкладку «Еще», клацаем два раза в пустом месте под названием «Замедление» и выбираем наш файл Poco. Нажимаем Restore. Вот и все, полная настройка Google камеры завершена. И уже нам доступен макрообъектив и ширик, а также установлена стабилизация видео, 4К запись видео, сделана цветокоррекция и шумоподавление. А теперь пройдемся по доступным функциям. Начнем с ночного режима. Доступна как обычная ночная съемка, так и астрофотография. Пример обычного фото, ночная съемка и астро-режим. Обычное фото, ночной режим и астро. Астрофотографию нужно делать со штатива, так как фото может делаться пару минут. Далее у нас портретный режим. Рекомендую установить режим HDR+. В этом режиме получается шикарные фото во всех режимах. Пример фото в портретном режиме. Смотрим, как выделяется объект и размывается фон. Размытие фона можно регулировать во всех фотографиях, которые сделаны в портретном режиме. Для этого заходим в приложение Google Фото, выбираем наше фото, нажимаем настройки и в пункты размытия регулируем степень размытия. В обычном режиме фото доступен интересный режим под названием «В движении».
Камера делает вместо фото короткий видеоклип, который можно посмотреть при просмотре. И если нажать на 3 точки, у нас показывается серия кадров, из которых точками подсвечены лучшие кадры. Выбираем лучший кадр на наше усмотрение и сохраняем фото. Обладатели айфонов знают об этой функции. А сейчас примеры фото, сделанных на обычное приложение Камера и Google Камеру. Также Google Камера делает неплохие фото на переднюю селфи-камеру, где заметно больше деталей. Фото на широкоугольный объектив обычной камеры и Google Камера. Очень крутая фишка Google камеры — это следящий автофокус, который держит объект съемки всегда в фокусе. И ты всегда сфотографируешь то, что тебе нужно, без промаха. Минусом Google камеры есть то, что стабилизация не работает в широкоугольной камере. В обычной камере данная стабилизация есть и работает неплохо. Запись видео в Google камеры доступна в 4К 24 и 30 FPS. Если ты не хочешь снимать 4К, доступна запись в Full HD. Для этого зайди в настройки и отключи возможность записи в 4К. Также доступна стабилизация, которую также можно отключить. Тест записи в 4К на обычную камеру, без стабилизации, в дневное время, так как со стабилизацией видео немного обрезается и теряется качество. Тот же тест в 4К, только снятый на Google камеру. Запись без стабилизации. Пиши в комментарии, есть ли разница. Немного пройдемся и протестируем стабилизацию видео. Запись в 4К с включенной стабилизацией. Ускоряем немного шаг. И вот так справляется стабилизация на обычную камеру. И проверим сейчас автофокус. На ближнем объекте и вдаль. Тоже тест, включенный в стабилизации, только на Google камеру. Идем сейчас обычным шагом. Ускоряем шаг. И вот так справляется стабилизация от Google. И проверим сейчас автофокус. Тест видео вечером на основную камеру в обычном приложении Камера. В моем обзоре на Poco X3 было видно, что стабилизация в темном помещении не справляется, и видно подергивание и раздвоение. А так справляется стабилизация в Google камере, в том же месте, в то же время. Мне сейчас разницы не видно. Сравним, есть ли разница, уже на посте. Вот так снимает Google камера на широкоугольный объектив.
Также во вкладке «Еще» доступны режимы панорама, 3D панорама, которая позволяет сделать фото 360. Замедленная съемка, но только в разрешении 720p. Ускоренная съемка, которая позволяет снять вот такой таймлапс в 4К. Данная Google камера отлично подходит для смартфона Poco X3. Дает много функций, которых нет в стандартной камере. Особенно заметна разница в ночной съемке и фото на переднюю селфи-камеру. Обычные фото делает немного лучше, увеличивается динамический диапазон, а также дает возможность регулировать настройки фото. Также очень крутые дополнительные функции для фото. Режим движения, что дает выбрать лучший кадр, портретный режим с возможностью регулировать размытие, следящий автофокус, что намного упрощает получение отличного снимка, 3D панорама и съемка таймлапс в 4К. Также немаловажно, что доступна стабилизация видео. Спасибо за просмотр, а также задавай вопросы и оставляй свое мнение о Google камере. Поддержи меня лайком, подпиской на канал и смотри другие мои видео. Я уверен, что ты найдешь для себя что посмотреть. До скорой встречи, друзья. Пока.